Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим пирог. Это будет пирог с сыром и с луком. Для теста нам понадобится 300 грамм муки, пол чайной ложки соли, чайная ложка сахара. Все размешиваем, и в муку мы натираем 200 грамм хорошо охлажденного сливочного масла. И руками нам нужно муку с маслом перетереть в крошку. Вот такая крошка у нас получается. После чего мы добавляем к ней 3 столовые ложки сметаны, это 150 грамм, и пол чайной ложки соды. Сначала все ложкой перемешиваем, а потом, когда это уже будет трудно делать, руками замешиваем тесто. Долго месить его не нужно, его нужно собрать в шар. Тесто должно получиться мягким и не липнущим к рукам. Вот такое тесто у нас получилось. Кладем его в целлофановый пакет и убираем на час в холодильник. Пока наше тесто отдыхает в холодильнике, нам нужно сделать начинку. 3 больших луковицы, это примерно 500-600 грамм. Нам нужно нарезать на тонкие четверть-кольца. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. На сковородке разогреваем 3 столовые ложки растительного масла и на среднем огне, все время помешивая, обжариваем лук до прозрачности, до мягкого состояния. Нам не нужно его сильно зажаривать. Нам нужно, чтобы он поменял свой цвет, стал таким более золотистым, мягким и прозрачным. Посолить, поперчить. Вот такая у нас получается луковая масса. Перекладываем ее в мисочку, чтобы он был не очень горячим. Добавляем мелко нарезанную зелень петрушки и укропа, чайную ложку сухого чеснока, пол чайной ложки куркумы и 2 яйца. И все как следует размешиваем. После чего добавляем к яично-луковой смеси натертый сыр. 200 грамм, у меня моцарелла. Вы можете взять любой сыр, который плавится. Нужно посолить по вкусу. Количество соли зависит от того, насколько соленый ваш сыр. Форма у меня 24 сантиметра диаметром. И дно и бока я смазываю растительным маслом, чтобы потом легко было достать пирог. Достаем через час тесто из холодильника и делим его на 2 неравные части, примерно треть и 2/3. Большую часть теста раскатываем в круглый пласт толщиной 3 мм. Диаметр пласта должен быть на 3-4 см больше, чем дно нашей формы, то есть примерно 27 см. Это нам нужно для того, чтобы у нас сформировались бортики. Выкладываем пласт в форму, разравниваем. Вторую маленькую часть нам нужно тоже раскатать в круг толщиной 3 мм. И диаметр этого круга должен быть примерно такой же, как дно нашей формы, то есть где-то 24 сантиметра. Выкладываем начинку, она уже у нас немножко остыла, начинка, на дно формы и ровным слоем все это разравниваем. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Вот такая у нас начинка получилась, и на нее мы выкладываем меньший пласт теста. Нам нужно защипить края пирога. Если какие-то есть неровности, их можно обрезать. Вот таким образом мы защипляем. И я еще сверху на защипанные края делаю вот такую веревочку. Получается очень симпатично, по-моему. Нужно наколоть почаще вилкой верх пирога, чтобы он не вздулся у нас при выпечке. И также верх пирога нам нужно смазать растопленным сливочным маслом. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Будем печь пирог до румяности в духовке. В моей духовке он пекся 35 минут. Даем ему полностью остыть. Он прекрасно достается из формы, остывший. И сейчас мы его будем разрезать и пробовать. Режется он прекрасно. Посмотрим, что у нас получилось в разрезе. А в разрезе у нас получилось, посмотрите, какая красота. Тонкое тесто и много начинки. Ну что, пробуем. Друзья мои, это очень вкусно. Хрустящее тесто и очень вкусная начинка. Она немножко похожа на грибную начинку. Приготовьте, это так просто и так вкусно.